Всем привет, друзья! Пока мы готовим для вас годноту в виде мультфильма, Серега написал сценарий по созданию портала из Доктора Стрэнджа. Сергей Хижняк работает в анриле с пеленок и знает про него практически все, поэтому ждите ролики не только по этой теме. На данный момент мы работаем над подачей материала и оборудованием для хорошей записи звука, поэтому это видео озвучу я, а в следующих уже ждите Серегу. Ну, добро пожаловать в Камартадж и погнали, ча! Работать будем на Unreal Engine 5. Открываем контент-браузер для удобства организации файлов. Создаем новую папку. Называем любым удобным именем. Создание спецэффектов начинается с системы частиц, которая содержит в себе информацию о движении, а также о положении в пространстве самих частиц. И все это дело контролируется эмиттером. Именно этот эмиттер мы и создадим. Нажимаем правый клик, VFX и Niagara эмиттер. Нам предлагают выбор, как создать наш эмиттер. Поскольку у нас нету уже существующих порталов, будем делать из темплейта. Долго не думаем, выбираем самый первый. Снова даем крутое название и открываем. Первое впечатление может быть пугающее. Без паники, сейчас разберемся. Перед нами три важных окна. Окно превью, где мы видим результат всех наших действий. Параметры, которые в данном уроке мы затрагивать не будем, поэтому пропустим. Стак параметров или модификаторов, для тех, кто работал в 3D Max. Тут мы будем добавлять и изменять атрибуты нашего VFX. Сами атрибуты можно удалять и перетаскивать в нужную нам позицию, ну и добавлять новые. Поскольку мы быстро жали кнопку «Далее», не понимая, на что мы соглашаемся, нам и выдали демонстрацию чихания больного простудой. Первым делом удалим все ненужное. Spawn Burst, Add Velocity Icon, Drag, Scale Color, Scale Sprite Size by Speed. В дефолте все VFX в Unreal просчитываются на CPU, то есть на процессоре. А поскольку в портале из фильма частиц ну очень дохрена, просчитывать их будем на GPU. Переходим в Emitter Properties. Это базовые настройки рендера эмиттера. Здесь меняем параметр Sim Target на GPU. Чтобы Unreal не ругался, ставим галочку на Fixed Bounds. Это необходимо для обозначения области, в которой наш эмиттер будет рендериться. Стандартных значений в данном случае хватает. Если необходимо больше, стоит помнить, что одна единица в Unreal это 1 см. Далее в Emitter Update. Это вкладка, отвечающая за тем, что происходит с эмиттером на протяжении всей его жизни. Меняем параметр Loop Behavior на Infinity, чтобы наш портал работал всегда. Ну и ставим Loop Duration 2. В стеке параметров жмем на плюсик в Emitter Update и вписываем Spawn Rate. Тут мы указываем, сколько частиц будет в нашем эмиттере. Значение в 5000 мне подошло, но если хотите как в кино, можно и побольше. Главное, не бойтесь экспериментировать. Не бойтесь. Ни хрена вы не сломаете. Ну, сломайте, скачайте заново проект. Теперь задаем срок жизни каждой отдельной частицы. Переходим в Particle Spawn, где хранятся настройки партикла в момент его зарождения. И в Lifetime Min вводим 0.5. Ну а максимум поставим 2. Таким образом, каждая отдельная частичка будет жить от полсекунды до 2 секунд. Стандартные значения размеров частиц и так подходят для искр, но я их слегка откорректирую. Sprite Size Min x2, y14. Max это x4, y14, и пускай рандомно вращаются. Ну то есть Sprite Rotation Mode на рандом. Да, сейчас наш портал больше похож на струю, пора это исправить. Все в том же стеке параметров, напротив Particle Spawn укажем Spawn в сфере. Sphere Location с радиусом 110. Все значения подбирались под персонажа ростом 1,80 м. И ставим галочку Surface Only Bend Syncness для того, чтобы наши частицы случайно не спаунились вне заданной сферы. Также нам необходимо сделать сферу плоской по оси X. Для этого просто включаем Non-Uniform Scale и задаем параметр X на 0. Вот таким вот образом. Да, это уже лучше осталось закрутить. Добавляем параметр Vortex Velocity. Сначала Unreal ругается, привыкайте. Жмем Fix ue. Ну вы поняли. Пускай он сам свои проблемы и разруливает. Сейчас завихрение происходит по оси Z и всегда одинаково, но нам это не подходит. Жмем на цепи напротив Velocity Amount и пишем Random Range Float. Минимум и максимум задаем 500 на 1200 и указываем ось X, вписывая параметр 1, а по остальным осям 0. Если хотите, чтобы портал закручивался против часовой стрелки, в оси X ставим
значение -1. Зададим небольшую вариацию разлета частиц. В таких делах всегда помогает какой-то шум. Для этого в Particle Update добавляем Curl Noise Force. Опять ругается. Снова отправляем Unreal самостоятельно разбираться с проблемой. Меняем значение Noise Range на 100, Frequency на 0.01. Ставим галку Pen Noise Field по оси X. Что такое Particle Update? Те параметры и настройки, которые применяются к каждой отдельной частице на протяжении всего цикла жизни. Как можно заметить, основной эффект у нас практически достигнут, но частицы есть в центре вихря. Что, кстати, нам совсем не нужно. Для того, чтобы убрать появление частиц в центре, в Particle Update добавляем параметр Kill Particle in Volume с радиусом сферы 90. С формой вихря закончили, теперь настроим цвет. В Particle Update добавляем параметр Color. Цвет будем рассчитывать по кривой. Жмем на цепь и пишем Color from Curve. Так мы можем контролировать цвет частиц при помощи градиента, где 0 — цвет при спауне частицы, а 1 — когда ее жизнь подходит к концу. Верхние ползунки отвечают за цвет, нижние — за opacity или в простонародье прозрачность. Да. Убираем прозрачность, просто нажав правый клик и выбрав Remove Stop. На нуле у нас цвет Red 40, Green 9.3, Blue 0, то есть красный, зеленый и синий, ну ты понял. Для контроля яркости при стандартном блуме можно увеличить параметр V. Второй стоп мы смещаем на 0.75 и задаем цвет только красный с силой в 20. Я не хочу, чтобы частицы на протяжении всего своего жизненного цикла были одинакового размера. Добавим параметр Scale Sprite Size by Speed, это позволит менять размер в зависимости от набранной скорости самой частицы. Размер будем задавать по кривой двух координат, потому что у нас форма искры, и чтобы ее сохранять, нужно контролировать две оси. Выбираем вектор 2D from Curve. Добавляем точки на кривую и задаем время 0.5, значит половине жизненного цикла. Укажем по x 0.05, а по y 0.1. Таким образом, у нас сохранится форма искры. Max Scale фактор выставим по единице на каждую ось. А осталось дело за малым. Наши искры должны ударяться и отскакивать от поверхности. Добавляем параметр Collision. Снова Fix Azure. С GPU частицами и коллизией не все так просто. Стандартно тип коллизии выставлен на GPU Dev Buffer, который работает отлично в большинстве случаев. Но данный тип коллизии работает только с непрозрачными объектами. То есть со стеклом или невидимой коллизией он работать не будет. Меняем на GPU Distance Field. Данный метод более ресурсозатратный и требует объекты достаточно толстые, то есть работа с плоскими не гарантирована. Но ничего не мешает добавить множество плоскостей или использовать сложные объекты. Готово! Жмем Apply, Save. Чего-то не хватает. Да, в фильме всегда было видно, куда или откуда прыгает маг. Легко. Переходим в любой 3D-редактор и создаем диск на 100-200 полигонов или что-то вроде этого. Главное, чтобы не было видно грани и была UV-развертка. Я использую Maya, потому что тут сразу у всех объектов хорошая UV. Создали, перевернули, экспортировали. Быстро забрасываем в Unreal. Все это простым перетаскиванием в контент-браузер. Для точки, откуда совершался телепорт, поставим HDR-карту. Это даст максимально реалистичный эффект с минимумом работы. Топаем на HDR Heaven или Poly Heaven. Выбираем любую карту на ваш вкус. Главное, чтобы была в формате HDR, иначе Unreal не распознает текстуру как кубмап, ну и не получится крутой эффект. Импорт в Unreal. Создадим материал для нашей HDR-карты. Правый клик, Create New Материал. Материал — это набор инструкций о том, что произойдет с объектом, когда на него попадет свет. Первым делом я хочу контролировать яркость текстуры. Для этого добавляем ноду Multiply. Простое умножение А на Б. Текстуру ставим в А. В Б добавляем констант параметр. Жмем S плюс клик. Константа — это первое число. Все ноды, которые являются параметром, можно будет контролировать в инстанс материале, без постоянного возврата к исходному материалу ради смены одной переменной.
При работе с HDR-картой в материале ей обязательно нужна нода, контролирующая UV. Добавляем Interior Cube Map, подключаем VUV. По дефолту тайлинг слегка нарушен. Исправляем, добавляя констант 2 вектора. Ну или просто зажав 2 и кликаем в свободном месте. Выставляем значение 1.1. На этом можно и остановиться, но я хочу, чтобы текстура имела затемнение по краям диска. Если такой эффект не нужен, просто подключаем Multiply в Emission Color. А сейчас очень-очень внимательно. Процесс с виду сложный, но на самом деле это вообще не так. Добавляем Sphere Mask, это наша маска для затемнения. Необходимо, чтобы она находилась в центре объекта и имела настройки по ширине и высоте. Добавляем параметры для Radius и Hardness, и цифры пока что ставим на угад, 130 и 0.8. Добавляем World Position и Object Position. Эти ноды берут информацию о положении объекта по мировым координатам и локальным. Вычитаем ноды из Subtract одно из другого, не спрашивая зачем, просто так работает математика шейдеров. Умножаем через Multiply на вектор 3 параметра. Кнопка V плюс клик. Данный вектор и будет отвечать за ширину и высоту нашей маски. Значение R мы не трогаем, а G и B ставим по 1.5. Добавляем к этому Object Position через ноду Add. И подключаем в слот А наш Sphere Mask. Слот Б куда проще, просто подключаем в него Object Position. Чтобы посмотреть результат всех этих действий, жмем правый клик на Sphere Mask, выбираем Start Previewing Node и в окне просмотра выбираем Plane. Мы видим сферическую маску. Теперь необходимо инвертировать маску. Делаем это через One-. И для дополнительного контроля контраста маски множим ее на констант параметр. Собираем все вместе. Ставим ноду линейной интерполяции. Она работает очень просто. Все, что на альфе черного цвета, будет использовать параметр А. Все, что белого, параметр Б. Именно поэтому мы инвертировали нашу маску. В альфу добавляем сферическую маску. В B вектор 3 параметра. В A нашу HDR-карту и подключаем все в Emission Color. Применяем и сохраняем. Создаем из получившегося материала Material Instance. Настраивать его будем немного позже. Теперь я хочу создать эффект преломления изображения в портале, потому что выглядит круче, и это было в некоторых кадрах фильма. Можно добавить эффект и к существующему материалу, но чтобы избежать лишней мороки с соединением множества нод, создаем новый материал. Назову его Twisted Noise. Открываем материал и первым делом меняем тип материала на прозрачный. Для этого в Blend Mode выбираем Translucent. Это позволит нам использовать маски для полупрозрачности. Но для эффекта преломления нам потребуется рефракция, которая по дефолту не включена. В поиск вписываем Lighting Mode и меняем параметр на Surface Translucency Volume. Теперь нам доступна рефракция. Рефракция — это преломление света после того, как он прошел через наш объект. Первым делом будем создавать простые линии, которые закручиваются по спирали, прямо как в гипнотических иллюзиях. Правый клик, вписываем вектор toRadial_Value. Это нода, в которой на отдельных каналах содержатся изображения как сферы, так и простых линий. Через Start Previewing Node мы можем увидеть, как она сейчас выглядит. Будем использовать ее радиальные координаты, через маски каналов собирая нужную нам информацию. Создаем ноду компонент Mask, которая и позволит выбрать нам определенный канал из спектра RGB. Сразу же дублируем ее через сочетание клавиш Ctrl плюс W. В верхней маске оставляем только зеленый канал, в нижней только красный. Подключаем радиальные координаты к каждой маске. К маске зеленого канала добавляем Power. Нода Power множит входящее значение само на себя. Грубо говоря, вводит его в степень, которая тут названа Constant Exponent. Добавляем константу, чтобы мы лучше видели значение, которое мы вводим. Зажимаем 1 и кликаем мышкой в пустое место. Это и будет наш экспонент со значением 0.1.
Красную маску мы будем множить на значение 0,1. Не перепутай только, пожалуйста. Полученные значения мы добавляем друг к другу через ноду add. Сейчас не сильно заметно, что происходит позади этой математики, но потерпите еще совсем немного. Добавляем ноду time with speed variable. Она будет отвечать за скорость вращения спирали. В speed также подключаем константу со значением 0.1. Скорость в 0.1 мне подошла, вы можете задавать абсолютно любую. Только помните, что значения выше единицы могут возвести скорость до сверхсветовой. Добавляем через add к тому, что мы уже сделали. И теперь выход с ноды add подключаем в ноду sin. В самой ноде sin меняем значение на 0.1. Sin, это синус, который будет менять входящие в него параметры. В данном случае от минус 0,1 до плюс 0,1. Это позволит нам закручивать наши маски по спирали. Жмем Start Previewing Node и видим результат. Не поддавайтесь гипнозу, работа еще не окончена. Простая спираль — это неинтересно, добавим немного шума. Создаем ноду Noise, задаем Scale 0.01 и тип Noise меняем на вороной. Снова через Add собираем все вместе. Теперь результат выглядит куда интереснее для портала. Вернемся в материал интерьера в портале и скопируем сферическую маску, чтобы не создавать ее с нуля. Копируем через Ctrl плюс C, возвращаемся в материал Twisted Noise и поставим камеру на пустом пространстве. Далее жмем Ctrl плюс V. Сферическая маска позволит нам сделать более мягкие углы и контролировать, где будет преломление. Первым делом поменяем некоторые значения в маске. Радиус на 100, жесткость маски на 0.5. Создаем LERP, подключаем маску в альфу, в B ставим значение 0, в A добавляем множитель, он же Multiply, в которую подключаем нашу гипнотическую иллюзию. Multiply я использую для контроля прозрачности и завихрения. В B Multiply добавляем константу, которую конвертируем в параметр. Далее будем более точно корректировать. И этот LERP подключаем в Opacity. Теперь у нас в самом центре объекта будет сферическая пустота. Визуально мне так больше по душе. В Base Color мы можем задать даже текстуру, но выглядеть это будет несуразно. Я же просто добавлю цвет. V плюс клик, чтобы сразу создать ноду цвета с параметром для дальнейшего контроля. Подключаем в Base Color, осталась только рефракция. Sphere Mask подключаем к Multiply, добавляем константу для контроля прозрачности эффекта рефракции. Канал B ставим константу со значением 1. Рефракция со значением 1 — это отсутствие рефракции. Ниже или выше мы будем видеть эффект, позже будет наглядная демонстрация. Multiply подключаем в альфа-канал LERP. Не спешим подключать канал A. Возвращаемся к нашему завихрению и подключаем его к очередному Multiply. Добавляем очередную константу, переводим ее в параметр. Это будет IOR рефракция, то есть индекс преломления. Понимаете, да? Любые значения с любых рендеров абсолютно одинаковые во всех программах. Инвертируем его и подключаем в LERP. LERP в рефракцию. Готово. Сложно, но интересно. Жмем Apply, Save и закрываем материал и делаем Instance Material. Пришло время выставить наш эмиттер на сцену. Чтобы это сделать, сперва нужно создать систему, которая будет контролировать эмиттеры. Жмем правый клик, VFX Niagara System, создаем пустую систему. В Niagara System мы можем комбинировать несколько эмиттеров, указывать, когда они будут появляться и изменять их параметры, не затрагивая оригинал. Открываем, жмем плюс трек, эмиттер и ищем наш эмиттер. Ну или просто вписываем его в строку поиска. Пока что просто жмем Compile, Save и перетаскиваем систему на сцену. Выставляем на сцену диск, который мы создавали. У меня размеры диска не совпали с размером портала. Не беда. Выбираем портал, жмем F4. Это его настройки на сцене. Копируем Location, правый клик, Copy,
Далее выбираем диск, также F4, и в Location нажимаем правый клик Paste, то есть вставить. Поворачиваем диск на минус 90 градусов по оси Z и выставляем размер, ну так, чтобы он закрывал пустоту в портале. Выставили, теперь применяем инстанс материал интерьера на диск. Просто перетаскиваем с контент браузера. Открываем инстанс материал, мы видим все значения, которые мы делали параметрами в материале. И теперь можно в режиме реального времени их изменять. Начинаем выставлять так, как нравится вашему глазу. Настроили, и теперь дублируем диск через Ctrl+W и перетаскиваем так, чтобы он был слегка впереди первого диска. Это делается для того, чтобы не возник эффект мерцания, который есть в реалтаймовских движках, если два объекта наложены пиксель в пиксель друг на друга. Назначаем второму диску инстанс материал преломления. Открываем материал и настраиваем более детально, если необходимо. Я в качестве примера подниму значение IOR до 0.4, установив значение на 0. Установив значение на 0, вы полностью уберете эффект преломления. Почему не один, как я говорил ранее? Потому что параметр IOR — это множитель. Умножение на 0 даст результат белого цвета, а белый цвет в математике равняется единице. И последнее, что необходимо сделать, это собрать все в одной системе. Два диска и сам портал. Если уши завернулись в вафельную трубочку, то можешь повторить какой-то определенный элемент с этого урока. Мы лишь показываем все, что необходимо для этого эффекта. Тебе уже решать, повторять полностью все элементы или нет. Ребят, ну согласитесь, искать уроки по всему ютубу дело не из самых интересных. Еще хер кто что расскажет нормально и пропустит половину того, что он сделал за кадром. Так что будете орать за то, что сложно, мы будем просто ставить лайки на ваши комменты, да. Ну, просто легче мы уж точно не сделаем. Итак, чтобы диски можно было добавить в систему, нужно сделать для них очень простой эмиттер. Создаем новый эмиттер, называем что-то в стиле портал центр. Тип эмиттера будет Upward Mesh Burst. Открываем. Конечно же, первым делом удаляем все лишнее. А именно Add Velocity in Con, Scale Color, Scale Mesh Size, Particle State и все. Сперва применим незадокументированную фичу и в Emitter Properties включаем Local Space. Это позволит нормально двигать портал вместе с диском. Данный параметр необходим только для мешей. В Mesh Render вместо стрелы указываем наш диск. Сворачиваем окно эмиттера, выбираем диск, жмем F4 и копируем его Scale. Возвращаемся в эмиттер и вставляем скопированные значения в Scale. Материал нету смысла менять, мы это сделаем в системе. Далее в Spawn Burst Instantaneous указываем количество частиц 1. В Emitter State меняем Loop Behavior Ants, Loop Duration Fixed, Duration 1. Далее Initialize Particle. Указываем Lifetime везде 2 секунды, Mesh Scale везде единица, чтобы наш диск оставался неизменным. Необходимо задать поворот на минус 90 градусов и иметь возможность менять его положение. Для этого в Particle Spawn добавляем Initial Mesh Orientation. Жмем Apply, Save. Переходим в нашу систему частиц. Ну и добавляем новый трек. Выбираем созданный эмиттер с диском, жмем на Mesh Renderer и заменим материал на интерьер. Также включим галочку на Locate Axis, чтобы диск двигался и вращался вместе с порталом. Тут же перевернем диск на 90 градусов по оси Y. Переходим в Mesh Orientation,
Включаем Rotation и подбираем нужную нам ось. В моем случае это ось Y, хотя во всех предыдущих тестах была ось X. Значения могут подойти разные, тут нужно пробовать. У меня подходили и 0.25, и 0.5. Не спрашивайте, почему это 90 градусов, просто пробуйте. Если изображение вышло перевернутым, необходимо поэкспериментировать с другими значениями в Mesh Orientation. Выбираем эмиттер диска и дублируем с помощью Ctrl+W. Здесь мы укажем материал с преломлением и слегка сдвинем его. Для этого в Pivot Offset по оси Y впишем -1. Бонусным эффектом будет имитация света каждой отдельной частицы. Дублируем эмиттер с искрами. Снизим количество частиц примерно до 500. ГПУ частицы не могут излучать свет, поэтому меняем их на ЦПУ. В рендер добавляем параметр Light Renderer, изменять его нету особой необходимости. Вот и все. Жмем Compile, Save, закрываем, удаляем удаляем два диска со сцены и старую систему. В анриле обновление системы частиц не всегда срабатывает сразу, поэтому просто удалим старую и поставим новую с доработками. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, потому что это позволяет продвигать наш канал, а также залетайте в телеграм-чат, где присутствует вся наша команда и море специалистов, которые могут вам помочь. Ждем от вас невероятных порталов из Marvel с Unreal Engine 5.